Не знаете, как понять, что именно находится внутри крема и будут ли работать те активные ингредиенты, которые вы все-таки нашли в составе? Смотрите это видео до конца, чтобы узнать один единственный, но очень простой лайфхак, который поможет вам при выборе крема. С вами Елена, канал Косметическая кухня Бьюр, на котором я делюсь проверенными рецептами приготовления косметики своими руками, а также просто и понятно рассказываю о составах промышленных средств. Например, давайте возьмем крем с вот таким вот составом. Его производителя я не буду называть, но хочу уточнить, что стоимость такого крема примерно 60 евро за одну баночку. И на баночке заявлено, что данный крем должен оказывать видимый лифтинг-эффект благодаря плазматическим факторам, гиалуроновой кислоте, а также коллагену. И таки да, данные компоненты содержатся в составе крема, но, как вы можете заметить, находятся они далеко в конце списка. Для себя вы должны запомнить один важный момент, что состав косметического средства всегда пишется по убыванию, то есть на первом месте всегда ингредиенты, которых в рецепте много, а на последних местах те ингредиенты, которых в составе совсем чуть-чуть. То есть, если вы нашли крем, на котором заявлено, что он выполняет сильную антиоксидантную функцию, а из антиоксидантов в составе у нас содержится только токоферол и тот на последнем месте, тогда, увы, данный крем со своей задачей справляться не будет. Но не всегда, если компонент стоит в конце, это значит, что он не выполняет свою задачу. На косметическом рынке достаточно много сырья, которое вводится в очень маленькой дозировке в рецептуру. Например, известная всем гиалуроновая кислота, которая будет работать даже при проценте ввода 0,2%. Но самая большая проблема, что мы не знаем, какой процент ввода всех тех активных ингредиентов, список которых мы видим на упаковке. И тут барабанная дробь, потому что я сейчас поделюсь очень простым лайфхаком. Вам в перечне ингредиентов того или косметического средства необходимо найти слово fragrance, что означает отдушка. И затем вы можете оценить, какие компоненты идут перед словом fragrance и какие компоненты идут после. Почему именно отдушка? Объясняю, потому что отдушки это синтетические концентрированные ароматизаторы для косметики и зачастую в несмываемых средствах применяется от 0,5 до 0,2% отдушки. И следовательно, отсюда мы делаем очень простой вывод. Если компоненты стоят после отдушки, значит их в рецептуре меньше, чем 0,2%, следовательно, не все они будут активно действовать на кожу из-за маленького процента ввода в рецептуру. И еще одной отправной точкой для того, чтобы мониторить состав той или иной косметики, может быть хелатор в составе. Мы берем косметику, переворачиваем на ее состав и ищем в данном списке слово EDTA. EDTA это хелатор, и он имеет несколько различных названий, например, дисодиум EDTA или тетрасодиум EDTA. Но какой бы EDTA в составе вы не увидели, все, что будет идти после него, сложно назвать активно действующим компонентом. Потому что EDTA зачастую вводится в косметику в очень маленькой дозировке от 0,5% до 0,2%. На самом деле в рецептуре может быть и гораздо большее количество EDTA. Я сейчас говорю о том, сколько стандартно принято вводить данный актив. Сколько ввел тот или иной производитель, я, к сожалению, знать не могу. В принципе, вот и все лайфхаки. Запоминайте всего лишь два этих слова: fragrance, отдушка или EDTA, который является хелатором в недорогой косметике, и затем мониторьте, какие активы идут до этих слов и какие активы идут после этих слов. И если вы обладаете этой информацией, вы больше никогда не купите пустой крем за 60 евро, который максимум может обеспечить увлажнение и питание вашей кожи. С простым составом вы можете купить косметику за 5-10 евро. Как разобраться, что действительно входит в качественный крем, даже если он не будет омолаживать вашу кожу, смотрите в другом видеоуроке на нашем канале. Переходите, смотрите и не забывайте поставить лайк этому видеоуроку.